It was interesting for me, firstly, do a project in a place that I don't know very well. I'm from Western Europe, so I know Western Europe, but other places not so well. So it's interesting for me to come to here, the Caucasus, and to a Russian-speaking part of the world, and also because it's really an experimental project. The format is quite unusual, with 20 artists who, for 2 weeks, doing a residency, producing new work, and a conference and an exhibition. So there was something interesting about this for me, and doing it here with all these people. Изобразим как бы вот то, что тянетесь, вот просто вот как бы подтягиваетесь вот на руках, как бы, да, вот себя чуть-чуть вытягиваете. Ну, это сначала была картинка, которую я увидел в Дивногорье. Я увидел вот это бревно, которое лежит на реке, и там какие-то люди оказались рядом, и в какой-то странной позе я их увидел. То есть я что-то такое вот как-то промелькнуло, и мне показалось, что нужно сделать такую, как бы сначала это был перформанс, когда люди плыли на корягу и залезали и сидели. Мы это сфотографировали. Вот, я как-то не придавал этому особого значения, просто захотелось сделать такую работу, непонятно почему. Вот, а потом я показал это Саше Евангелии, и он вспомнил свой рассказ давний, который называется «Сцена спасения». В этом рассказе действие происходит в самолете, то есть там происходит побег, и люди оказываются в самолете, летят, и пока они летят, выясняется, что землю затопило водой, и им некуда приземляться. Вот. И там такой долгий какой-то идет разговор, какие-то всплывают такие теологические мотивы, и евангельские какие-то вот сюжеты, даже ветхозаветные, по-моему, какие-то отсылки. Вот. И назывался этот рассказ «Сцена спасения». И он сказал, что вот эта фотография – это сцена спасения. И меня как-то увлекло вот это словосочетание. То есть там есть сцена, это как бы тоже что-то близкое мне. И спасение как такое тоже слово, которое обладает целым рядом значений, в отличие, например, от английского языка. То есть здесь есть и физическое спасение, как, например, там МЧС. Вот. И есть спасение в каком-то религиозном смысле, спасение души. Вот. И как-то мне стало интересно думать вот об этой работе в таком ключе вместе с Сашей. И потом я решил продолжить сделать это серией. Я снял еще одну работу в Подмосковье, в лесу. Вот. И, собственно, на данный момент пока я ее завершил вот третьей фотографией, сделанной в горах. И, то есть эти фотографии имеют общее то, что это группы людей,
которые объединяются вместе по какой-то непонятной нам причине, как будто в попытке сбежать от какой-то опасности. Я понял, что, знаешь, это совсем не прошлое. Это именно дело в том, что это все не прошлое. Это, наоборот, еще хуже продолжается. Вот прошлое совершенно не... Прошлое, как мы, наверное, если говорим, то, что уже было, да? Вот да, война уже была, она как бы закончилась. Война закончилась, но прошлое не закончилось. У моей мамы тоже нет образования. У нее 4 класса. Нет, 5 классов, по-моему. И у моего папы тоже нет образования. У него 9 классов. Такая история была. И у моей бабушки вообще она не умеет читать и писать. Ни мой дедушка, ни моя бабушка. It's based on a number of things. Firstly, my research interest for the last few years, looking at this subject, historically, but more importantly in contemporary terms, very much based on observing what artists have been doing around the world. And it also seemed to be an interesting subject for the diverse region of the Caucasus, to bring that here. To sort of join up these things, my interest, the interest of artists and the context of Ossetia. Конкретной идеи. Я думаю, что я вот увижу Владикавказ, вдохновлюсь чем-то здесь. Но, как обычно бывает, ты типа приезжаешь, смотришь на все и думаешь, вот одна идея, вторая, третья, как бы что-то там рождается, но очень сложно остановиться на одном чем-то. Вот. У меня тоже так было. У меня сначала как бы была одна маниакальная там какая-то идея, потом вторая, третья, но в итоге я как-то решила вдруг сконцентрироваться на танце, на традиционном танце. Но делать работу не про танец сам, а скорее использовать какие-то движения и в качестве как бы перемещений по местности. Вот, брать движения из традиционного танца и внедрять, и что-то сделать с танцем. Ну, конечно, хотелось бы больше работать над этой работой, ну, то есть, чтобы она была как бы более полной, что ли. А так, ну, я очень рада, что я попробовала это сделать, ну, поработать с людьми и
Ну, то есть это такой очень хороший, приятный опыт работы. Организовывать какую-то группу людей, снимать. И, в принципе, ту небольшую мысль, которую я хотела сказать, я ее, мне кажется, сказала в этой работе. Well, it was a combination of what kind of work they make and their interests, and also who they are as people, because all the artists spend 2 weeks together, and I'm interested in the conversation and the interaction between everybody. So each individual as a person was quite important for me. But yeah, apart from that, the work, and I'm very much interested in experimental practices. So I travelled around the Caucasus, the North and the South Caucasus, visiting artists, talking to them, and I wanted about half of the artists to be from the Caucasus and the rest from other places, Europe, Middle East, etc. So just to find an interesting balance. In my work in general, I'm really interested in working with scientists and also engineers and people from other disciplines in order to make art with the knowledge and the tools and techniques that come from those other disciplines. So in this case, this whole installation is closely related to astronomy and astrophysics. Earlier in the month, I took a trip to the Special Astrophysical Observatory, which is one of Russia's largest deep space observatories. And what I saw there were extremely large telescopes, radio telescopes, and also optical telescopes. And many of those forms now come together into this installation. So what you see above is a black dome or sphere of the sky, of outer space. It's reflected back down into this mirror, which is a small-scaled model of a mirror that's in one of the huge telescopes there at the observatory. It's reflected back down into here. So you have the blackness above and also below. And here it's also reflecting this central object. The central object is a model of a tomb, which is in the Western Caucasus. It's a dolmen, which is 6,000 years old. It's known as a doorway tomb or a portal tomb because it's supposed to be a doorway also into the next world. And in this way, for me, it's similar to an observatory because it's something to see beyond as well.
In this case, I've made it out of plasticine, which is a kind of oil-based clay which never hardens and never becomes permanent or solid. This is because I wanted to give a sense of time in this installation, that even things which are some of the oldest things that people have ever made are very temporary compared to time as it relates in the cosmos or in the universe. And what you have around you, these blue and red panels, this was interesting. This is kind of inspired by the city of Vladikavkaz, because everywhere I was going, you see Lexan all over buildings and awnings, usually used to block out the sun, which is our closest star. And in this case, it's always flat like this, but I made it vertical like this, in order to kind of also be a model of one of the huge telescopes, the radio telescopes, which I saw there in the observatory. And the radio telescope is always sending blue and red signals into the distant galaxies and into the stars, in order to see how far away something is, and also in which direction it's rotating, because everything in our universe is rotating. The Earth is rotating around itself, the moon rotates around the Earth, everything rotates around the sun, and then the galaxies, and then many galaxies around the center of the universe, and so on. So I also wanted to create that sense of rotation in this installation. And these are the things that I think about the work, but I think a viewer can take anything that they like from the artwork. Раз слышал такое мнение, и в принципе я разделяю, я уверен, что так оно и есть, что с точки зрения психологии, вот человек, то представление, которое он имеет о себе, он складывает из отражения других людей. То есть один человек говорит, что вы прекрасная личность, вы талант. Другой говорит, что вы бездарность, вы... Третий говорит, вы все россияне, вы все вообще плохие. И так далее, и так далее, и так далее. И все это складывает такое большое зеркало, в котором человек видит свое отражение. То есть те мнения о себе от окружающих, те взгляды окружающих, которые человек воспринимает, он использует для того, чтобы себя как-то ощущать, себя идентифицировать. Поэтому отсюда же вот эта мысль, что если человеку постоянно говорить «ты дурак», то рано или поздно он таким станет. Также можно сказать в целом о том, как часто бывает, что человек воспринимает себя именно так, как ему преподносят окружающие его. И нужно иметь какое-то очень тонкое самовосприятие, чтобы видеть себя настоящего, а не как отражение других людей. И вот такое зеркало, которое будет, мне кажется, именно символом вот этой идеи. Это будет зеркало, зеркальная мозаика, которая состоит из
всех возможных материалов, которые я смог использовать, которые отражают. И каждый отдельный элемент будет символизировать какое-то отдельное мнение, которое имеет какую-то особенность. It's clear that contemporary art is a new thing here, and I think that is reflected in the public perception of art. And I think it's interesting to try this project here to see how people respond to it. I know there's not really an art centre here, but maybe there's eventually a plan to build one, which I think would be interesting to try it. I think it will help the development of art a lot, because there are people here that want to be artists in Ossetia and in other places, Dagestan, Chechnya. So I think it's a good idea, but it's a long process of engagement with the public that will make it feel really connected. Идея на поверхности. Я фотографировала 4 женщин одной семьи, 4 поколения женщин. Тема у нас комплекс идентичности. Мои проекты всегда максимально простые. Мне хочется о чем-то самом банальном, о чем-то банальном, но истинном, вечном. У меня есть племянницы, и я, когда делаю проект, я всегда с ними разговариваю. Я им рассказываю или показываю, спрашиваю, что это. Если они понимают, значит хорошо. Если они не понимают, я переделываю и упрощаю, потому что мне важно, чтобы это было понято. А им по 4 и 6 лет. То есть моя аудитория. И поэтому, я как уже сказала, я решила, опять же, не делать ничего связанного каким-то образом с территорией или политикой, или религией, да, тем, что, в принципе, для человека со стороны, наверное, интересно, приехав сюда, он, наверное, этим и заинтересуется. И я как-то опять в себя, в семью, в идентичность, которая сложена не из того, что вокруг, а из того, что в тебе. И, собственно, проект об этом, что ты — это не только ты, но ты — это сумма людей, которые были до тебя, которые сейчас стоят за твоей спиной. И неважно, может, ты их никогда в жизни не видел, как в некоторых случаях, но все равно они составили тебя, и твои привычки, и твои, не знаю, внешний облик, то, что ты любишь или не любишь. Может, ты не знаешь, а это точь-в-точь совпадает с какими-то привязанностями или привычками какого-то человека, который явно в тебе прослеживается. И инсталляции, они как раз-таки Поэтому я и хотела сделать так, чтобы портрет через портрет просматривался. То есть ты смотришь на ребенка, видишь его маму, бабушку, прабабушку, прапрабабушку, и так далее. В общем-то, идея как-то на поверхности, и корни мы добавили по этой же причине. Прямая такая аллегория, может, даже чересчур прямая, но как-то так уж я решила.